this is a... It's a pleasure, of course, yeah. Сегодня с нами великолепная Елена Башкирова. Прекрасная пианистка, великолепный музыкант, директор и художественный руководитель фестиваля в Иерусалиме. Мы встречаемся сегодня в Берлине, и Леночка расскажет нам, как же она такая замечательная, известная, прекрасная, рано очень уехавшая из Советского Союза. Да? Ты уехала, в общем-то, не такой известной. Ты не успела стать известной, когда Конечно, ты уезжала. нет. Сколько тебе было лет? 19. Как ты уехала? Я уехала постепенно. Это не была иммиграция. Я не эмигрировала, и я еще пыталась возвращаться домой, и мои родители были дома, и я как-то еще не совсем понимала, что происходит. Папа Дмитрий Башкиров, великий пианист, основатель своей собственной школы. Я думаю, что дома ты все время слушала музыку. Я в этом жила, у меня и бабушка тоже была пианистка, мамина мама. Действительно, я жила в таком ощущении, что это совершенно нормально. Все было нормально, что папа играет, мама работала в оркестре сначала в радио, потом в Большом театре, потому что все играют, бабушка играет, все играют. И я тоже играла, и для меня это было как-то естественно, и никто меня не спрашивал, хочу я этого или нет. Потом, когда уже я повзрослела, я поняла, что это то, что я хочу, это музыка. И я хочу сама этим заниматься. Это было очень важно. Но это мне было лет 16 уже к этому времени. Я уже пошла к папе в этот момент. Он мне поставил условие, что я начну действительно заниматься, потому что я очень много времени проводила. Я обожала театр. Для меня это было вообще номер один. Я хотела стать актрисой, режиссером, художником. Все. У меня были очень много... Тоже называется способности. Много было разных способностей, но ни одна из этих способностей не была сфокусирована. И я думаю, что это был замечательный момент, когда моя учительница из школы, она вышла на пенсию, и мне нужно было пойти к другому педагогу. Сначала мы пытались найти кого-то другого, потому что он не представлял себе со мной заниматься. Я не представляла для него никакого интереса, потому что я была ленивая, то, что называется у нас неперспективная. Что девочка, как-то вот мужчина-педагог. Вообще девочка неперспективная, не ленивая, не особенно никакая. В общем, и он сказал мне, я возьму тебя на год, даю тебе этот год, и если ты в течение этого года действительно начнешь заниматься и сделаешь успехи, тогда будем продолжать, потому что то, что ты сейчас делаешь, там ходишь в какие-то театральные кружки, и там лепишь, рисуешь, и вообще читаешь, это все очень хорошо, но это не то, что к делу. Да. И я в течение этого года я вдруг поняла. У меня, может быть, в тот момент, когда он начал со мной всерьез заниматься, и я почувствовала какую-то потенцию, которая во мне была и спала. И он дал мне эту возможность, когда я вдруг почувствовала настоящую радость и настоящее счастье, когда что-то начало получаться, то, что я хотела. И желание появилось тоже. Все меня спрашивают, как ты могла заниматься со своим отцом? Это же очень трудно. Да, это может быть не так легко, но я себе не отдавала в этом отчета, что это нелегко, потому что для меня это было естественно. Как говорится, я была еще с детства, слушала все его уроки, и мы с ним обсуждали это. Часто ученики приходили часто домой, мы слушали вместе пластинки, обсуждали пианистов. И все время я была как бы в этом соку, в этом мариновалась, пока я не дошла до стадии, когда я могла с ним уже сама заниматься. Я
пожалуй, не знаю другого такого педагога, который бы так все отдавал своим ученикам. Он очень темпераментно реагировал на то, как ученики играют. Иногда, когда он был несчастлив этим, ему было больно. Это было, мы все это чувствовали, что ему было просто боль. Он страдает. И нам очень было стыдно, неприятно, что он страдает из-за нас. Зато, когда кончался урок, который мог иногда быть очень, я бы сказала, страшным для меня, в смысле, что я чувствовала себя совершенно неадекватно. Кончался урок. 10 минут после этого я была в ужасном состоянии, как я могла вообще, что такое, какой ужас, что же будет. Через 10 минут он появлялся на кухне, и мы пили чай, и он совершенно не придавал этого никакому значения, не придавал тому, что произошло. Там, на этом уроке, где я все это пережила, как будто этого не было. Вот это замечательная черта его характера. Он отделял кухню абсолютно от кабинета абсолютно. с роялем. Это потрясающе. Это то, что дало мне возможность с ним и заниматься, и не иметь никаких, в общем, проблем в этом плане человеческих. Скажи, пожалуйста, он тебя готовил к сольной карьере? Он меня вообще не готовил к карьере. И потом дело в том, что вот действительно он меня готовил, он тоже удивлялся, что я делаю очень быстрые успехи. Он даже меня возил в некоторые свои концерты учеников, что это была большая честь для меня, там, с оркестрами и все такое. И это могло пойти дальше. Но потом я очень быстро вышла замуж и очень быстро уехала. Все-таки Гидеон Кремер – это огромное имя, Огромное. И прекрасная скрипач, и очень, Да. я представляю, как можно было увлечься и тем, что он Абсолютно, делает. конечно. И, в принципе, он тебя ввел в мир камерной музыки. Он меня вообще ввел на сцену, честно говоря. Понимаешь, дело в том, что до этого я играла в этих концертах учеников, там пару концертов с оркестрами, разные программы, все такое. Но по-настоящему на большую сцену, конечно, это его заслуга. То есть ты пролетела против вот этого советского, нужно выиграть на конкурсе, Да, потом, у меня, да? У тебя этого не было. к счастью, потому что я думаю, что я никогда бы ни на каком конкурсе не выиграла. Я была и нервная, и, как я говорю, я была еще ленивая. Сначала был Париж, потом была Германия, были много разных городов, было много разных стран. И были концерты, которые во мне пробудили вот это желание играть на большой сцене. Вот эти годы, которые ты провела с Гидеоном Кремером, Да. это были активные годы твоего, в принципе, вхождения на сцену именно Это каверной. взросление, это было это взросление, да. То, что у вас же несколько компакт-дисков, совершенно замечательные записи. Да, мы тогда сделали несколько записей очень хороших. Я никогда не слушаю сама для себя, но я знаю, у меня был зубной врач в Париже, к которому я ходила, и он меня каждый раз ставил эту пластинку, когда он меня бурил что-то и ставил мне мою пластинку. Это у меня была двойная пытка. Огромные изменения в твоей личной и профессиональной жизни происходят в начале 80-х. Твоим мужем становится Даниэль Баренбойм. Я думаю, в сегодняшнем мире редко можно найти второго гения, которого вообще можно с ним сравнить. Потому что ты величайший дирижер и величайший пианист, величайший музыкант, величайшая личность. Человек, который действительно думает о мире во всем мире. Слушай, мне даже становится страшно. Подожди, как Вот ты с этим я живешь? так живу Как с ты с таким этим человеком. живешь? Нормально живу, завтракаю. Завтракаешь, обедаешь. Да. То есть он так же, как твой папа, может после репетиции прийти на кухню и спокойно пить чай. Не так спокойно. Il va le long de la Seine, et me revoici. Даниэль был знаком с папой, когда ему было 13 лет. Он играл часто Рубинштейна. Рубинштейн его опекал, он ему помогал и слушал его. Один раз приехал играть для него в Париже, и Рубинштейн спросил его, что он делает вечером. Ну, ребенок, конечно, сказал, я ничего не делаю. Тогда ты пойдешь со мной на финал конкурса Маргариты Лонг. И он пошел с ним, и там играл молодой человек, который был, в общем, абсолютный
любимец публики. И потом пришло жюри и сказала, что они первую премию не будут давать. И был большой скандал. И Маргарет Лонг вышла на сцену с палкой, уже очень старая, и сказала: это мой конкурс имени меня. И я даю первую премию вот Дмитрию Башкирову. И тогда в первый раз он услышал это имя. И после этого они познакомились. После этого прошли еще годы. И они с ним опять увиделись на этот раз в Израиле, куда папа ездил еще по обмену до войны, по-видимому, в 66-м, наверное. Даниэль тоже приезжал по этому же самому обмену в Москву и в Ленинград тогда играл. И, в общем, они виделись несколько раз. Потом они виделись в Испании. В общем, у них была уже история. Отдельно от тебя жизнь. Да. Поэтому, когда Даниэль познакомился со мной, он мне сказал: я знаю вашего папу. Я сказала: я знаю, что вы знаете моего папу, и очень приятно. Но все-таки вот то, что у тебя был такой папа мощный, Да. и то, что ты на сцену взошла с Гидоном, это тебя подготовило, наверное, потому что я себе не представляю такой женской доли, кто бы мог находиться рядом с Даниэлем Баренбоймом. Для меня это было естественно совершенно. Я никогда не думала про это. Вот, как же я так, с кем я нахожусь. Самое главное, что тебе удавалось дальше творить. Понимаешь, что удивительно? Можно, ты могла бы быть просто женой, ну, просто дочкой Я ты думаю, уже что была. это было бы скучно. Да, но очень, ты не смогла, потому что ты была воспитана как великолепный музыкант. У тебя потрясающая школа. У меня до сих пор в памяти стоят твои совершенно гениальные записи Мартеллера. Концерт Шостаковича номер 1 и Моцарта. Да. Где ты, я думаю, проявилась как актриса. И, может быть, частично как режиссер. Но режиссер нет. В общем, у него были какие-то совершенно дикие, по-своему гениальные идеи. Мысли. Делала очень много этих фильмов. И когда мне предложили, первый фильм, который мы сделали, был «Концерт Моцарта». Он был сделан как бы в музее. И я была часть музея. Я была тоже экспонат музея, да. Очень красиво сделано, хорошо снято. Иерусалим. Как ты к нему пришла? Вот как я понимаю, что любовь к этому городу, вообще к этой стране, тебе привил все-таки Даниэль Баренбойм. С Даниэлем я впервые в жизни увидела человека, который был израильтянин. Он родился в Аргентине. И теперь-то я знаю, что он гораздо больше аргентинец по существу. Но он тогда был израильтянин и очень горд этим. У них была совершенно другая позиция, другое отношение к вот быть евреем. И он этим гордился, так сказать, для него не было никаких проблем. Тогда как человек, приехавший из Советского Союза, всегда ощущал это как какой-то хандикап, так сказать, это какая-то проблема. Ну, какой-то комплекс. Комплекс, проблема, да. И потом какие-то вещи, которых я совершенно не знала, он мне, так сказать, объяснял, рассказывал, все такое. Так что с ним я уже начала ездить туда и совершенно по-другому на все это смотрела. 98 год. Кому пришла эта идея сделать фестиваль в Иерусалиме? Да. И про что это? Вот фестиваль? именно. Для меня это оказалось важнейшим событием в моей жизни. Я не представляла себе и никогда не собиралась организовывать никаких фестивалей, потому что вокруг меня все время были люди, которые организовывали что-то, и я просто была всегда, так сказать, скорее зрителем. Частично принимала участие в каких-то камерных фестивалях или концертах, но, в общем, никогда не собиралась сама ничего делать. И вот в 96-м году Израильская филармония празднует юбилей, и я была на этом концерте. В перерыве этого концерта ко мне подошли пару журналистов, и мы разговорились на разные темы, и они очень жаловались на то, что вот в Иерусалим колыбель всех культур, это такое важное место, и что он постепенно теряет вообще всю культуру. Люди разъезжаются, или они уезжают в более такой светский Тель-Авив, или они уезжают вообще из страны. Потому что жить там становится невозможно совершенно. То есть со временем все не улучшается? Постепенно? Нет, никак нет. Рестораны становятся лучше, это единственное, что там становится лучше, все остальное становится хуже. И, в общем, они говорили, какой ужас, надо что-то делать. Надо что-то делать в этом городе. Вот почему бы тебе не сделать какой-то такой фестиваль, куда ты можешь привезти лучших людей из Европы? Я говорю, ну почему мне? Здесь у вас в Израиле очень много
прекрасных артистов, да, но это должен быть кто-то снаружи. Потому что уже это все... всегда так, это да, всегда, это всегда так, так. да. Я теперь понимаю, почему. Это правильно в каком-то смысле. Они говорили, я говорила, не-не-не, ну что я, почему я и всякое такое. Я вышла, потом пришла обратно в зал, и в этот момент звучал тройной концерт Бетховена. Играл вот Фима Бронфман, Перлман и Майский, да. И я сидела в зале, и вот эта идея, этот разговор продолжал как бы крутиться в моей голове. Я подумала, а в конце концов, почему нет? Почему не попробовать что-то такое? В конце концов, этот город действительно жалко, что такое происходит. Как это возможно, что теряется вообще все? Он как будто теряет кровь культурную, так сказать. Он истончается, да. И рядом со мной сидел один старый приятель, который очень много знал, в общем, людей здесь. Я спросила его, как ты думаешь, есть такая идея вообще, это возможно сделать физически, без денег? Дело не в деньгах, дело в том, чтобы найти, так сказать, возможности, как это сделать, где это сделать. О, конечно, да, это гениальная идея. В общем, я пришла после концерта в артистический и поговорила с каждым из этих солистов, потому что я их всех очень хорошо знаю, и они все были в энтузиазме. Я сказала, вы понимаете, что если мы это делаем, мы должны это сделать для этого города, чтобы эта публика, чтобы у них было что-то, за что можно было ухватиться в течение сезона. Потому что в Тель-Авив город светский, там есть теперь еще и опера, там прекрасный оркестр, там много концертов, туда приезжают люди, там происходит жизнь. В Иерусалим это просто пустыня в этом смысле. Ну, то есть получается, что базой для твоего фестиваля стала дружба, потому что абсолютно ты стала моя дружба. А концепция какая? Вот, концепция была сначала, так сказать, такая, чтобы сделать фестиваль для Иерусалима. Международный по составу артистов, но локальный по составу публики. Потому что фестивалей международных очень много, но в основном они рассчитаны на туризм или на публику, которая сравнительно, так сказать, богатая и с удовольствием ездит с фестиваля на фестиваль. Тогда как в этом городе это стало экзистенциальным, то есть культурной необходимостью. И это мы почувствовали сразу. Мы нашли место. Мы нашли сначала маленький театрик, где было 250 мест. И мы первые 2 года там играли. Первый фестиваль был эксперимент. Я спросила всех, кого я знала. И все, кого я знала, кроме, может быть, 2-3 людей, которые сказали, что да, ну вообще без гонорара ехать. Ну, зачем? В общем, потом и они приехали, потому что они поняли, что все поехали туда. В общем, все приехали, и начался фестиваль, который прошел замечательно. После этого несколько лет прошло, и мы начали проводить в жизнь эту идею каждый год заказывать новое произведение. И были очень хорошие произведения. Первый год мы в 2004 уже, это мы первую большую премьеру делали, был такой есть композитор немецкий Йорк Хеллер, очень хорошая музыка, и он написал секстет с духовыми фортепиано. Потом были заказаны несколько аранжировок для камерного состава из больших произведений. Я подумала, что программы должны быть интересные, должны быть тематические и должны быть по принципу то, что я называю, это личное такое название, клаб-сэндвич. То есть мы должны иметь хлеб, и мы должны иметь между этими слоями нормального романтического репертуара, известного людям. В середине должны были отпугивающие вещи, но они должны быть между, так сказать. И это очень хорошо пошло. Дело в том, что мы пробили, это смешное слово, но я пробивала Шенберга, там, я пробивала новую венскую школу, я пробивала Шостаковича, наши композиторы Губайдуллина, Шнитка, но это приходилось пробивать, потому что люди, зачем нам это нужно, давайте нам Моцарта, Бетховена и Брамса.
нас был год, когда мы делали вот Эллиота Картера концерт, мы тогда сделали в каждом концерте было по одному произведению Картера. Пускай маленькое, но каждый концерт. Оно начиналось с этого. Ну, получился такой цикл Картера, да, потому что у него есть очень много маленьких произведений для, скажем, 2 или 3 инструментов. И это было замечательно по-своему. И эта публика, в конце концов, получила ощущение, что они знают его. Мы сделали то же самое с Булезом. Когда было его 80-летие, мы сделали большую программу, играли его большие произведения. Там «Марто сан метр», «De Rive 1», «De Rive 2», «Диалог des Ombres». Самое важное для меня – это то, чтобы фестиваль продолжал быть живым, чтобы не играть только произведения уже давным-давно умерших композиторов. Конечно, среди них есть тоже композиторы, которых очень мало играют, и которые для публики стали открытием. Это композиторы, погибшие во время войны в Холокост Терезинштадт. В течение буквально 2 или 3 недель были убиты почти целое поколение замечательных композиторов. Среди них был Ульман, Гидеон Кляйн, Кража и так далее. Это была целая плеяда, которая была уничтожена. И мне кажется, что это как будто дерево, у которого просто одну большую ветвь отрубили, и больше ее не стало. Этого направления в музыке уже нет. Скажи, пожалуйста, а публика, она в основном пожилая или разная? В основном пожилая. Я тут не могу сказать, конечно, борьба за новую публику во всем мире идет, и там это довольно сложно. Что самое важное для нас, и я не устаю подчеркивать, для артистов, которые приезжают туда, это качество публики. Мы все играем там, мы играем здесь, там красиво, здесь замечательно, все такое, но такой публики, пожалуй, нет нигде. Потому что я чувствую, мы все, когда мы выходим на сцену, мы чувствуем, что эти люди дышат вместе с нами. Такое ощущение, что у нас у всех одно большое легкое. И вот мы дышим, вдыхаем и выдыхаем вместе с ними. Это публика исключительно культурная и публика исключительно голодная. Я чувствую, как важно для них этот фестиваль, как важны эти моменты, потому что действительно собираются очень хорошие музыканты. И я чувствую, что каждый из них, когда выходит на эту сцену, видит этих людей, знает, как они слушают, хотят вернуться туда. То есть это не только Иерусалим, не я, и там не только музыка, но это публика. Это что-то необыкновенное совершенно. Я такой публики не знаю, именно потому что, может быть, нигде, где мы играем, нет этого ощущения необходимости того, что мы делаем, важности. Мы всегда играем, в общем-то, для себя. Вот там единственное место, где я чувствую, мы играем для них. И для них это исключительно важно. В этот момент это дает им пищу, культурную, так сказать, пищу на много-много месяцев. Но у нас почти все музыканты, которые приезжают, остаются слушать своих коллег. У нас есть балкон, и на этом балконе сидят музыканты и слушают коллег, слушают. Потому что интересно не только послушать коллег, но интересны составы другие, и потом новые произведения, которые часто не знаешь. Честно говоря, вот музыканты с музыкантами такого уровня, они не так часто и общаются. Или всегда одно и то же. Вот есть какой-то, действительно, каждый фестиваль или каждая страна есть свой круг. Это нормально, это, наверное, естественно. В России, например, есть свой круг музыкантов, которые все время, так сказать, играют. Во Франции свой, в Германии свой, там, не знаю, все. Есть определенные фестивали, где все время одно и то же. Кажется, одно и то же. На самом деле это очень много людей. Но мое желание брать из разных вот этих кругов и как бы соединять их вместе. И
вроде бы у нас это получилось. Скажи, пожалуйста, а вот эти гастролирующие такие выездные концерты этого Да. фестиваля, во-первых, где они уже были? Каждый второй год у нас как бы 2 концерта в Париже бывают, в филармонии это у нас постоянная вещь. Мы бывали тоже в Лондон, в Игмор Холл, в Германии по всем фестивалям тоже играли. В Нью-Йорке бывали, в Америке, в Южной Америке часто. В общем, практически в очень Москве многих даже вы местах. были, по-моему, Вот, и в Москве были, тоже было очень приятно, я должна сказать. И для меня это было, я как-то очень гордилась, потому что почти все участники московского этого выезда, никто не был в консерватории. Мы играли в малом зале, это было замечательно совершенно. И я помню, я водила их по консерватории, они все были в таком каком-то восторге, потому что вот здесь, здесь преподавал Ойстрих, вот это здесь преподавал тот-то. В какой-то момент мне предложили сделать подобный фестиваль, ну, меньше размером, но здесь, в Берлине. Здесь есть еврейский музей с замечательным залом. Зал сам по себе не концертный. Это покрытый стеклянной крышей внутренний дворик. Но этот внутренний дворик очень располагает, потому что там происходили какие-то культурные мероприятия, в том числе музыка. В течение года у них там нет ничего. И это нормальный зал, где приходят туристы. И мы в апреле делаем там теперь фестиваль, уже 6-й год. Сколько концертов? 6 концертов. 6 концертов? Да. О, То есть это такое- почти неделя. Обычно это с субботы до четверга бывает. И практически те же самые люди, что приезжают в Иерусалим. Я была, честно говоря, не уверена в том, что в Берлине такая вещь может происходить. В Иерусалиме там это необходимо. Публика ждет этого. В Берлине такое количество музыки, столько прекрасных вещей происходит. Выбор огромный. Просто нигде такого нет. И поэтому я думала, почему публика будет ходить на это. Но публика пришла и продолжает ходить, и полюбила этот фестиваль. А скажи, пожалуйста, а музыканты приезжают опять играть без гонорара? Практически. Некоторых из этих знаменитых музыкантов проще попросить играть без всякого гонорара, чем какой-то совершенно ничтожный. Это еще раз подтверждает, что в жизни не всегда главное только деньги, а еще Нет, важны конечно. контакты. И еще, я думаю, важны не только контакты, но и идеи. Потому что если бы не было вот этой идеи, и Нет этой идеи, да. любви вот именно к этому месту на земле, то, наверное, бы тоже ничего не получилось. Конечно, нет. Это действительно, это абсолютно точно, потому что ради денег можно ехать в совершенно другие места. И очень часто как раз те люди, которые только хотят играть за большие деньги, они, по-моему, пропускают самое главное. 2013 год, это было в Москве. Да. Ты привезла с собой своего сына, Да. который, в общем, 2013 год, ну, молодой скрипач. Когда мы переехали жить в Берлин, это сейчас уже почти 25 лет назад, мы не нашли хорошего педагога по фортепиано. Он начал заниматься уже по фортепиано в Париже немножко и, в общем, был способный мальчик, но мы не могли найти здесь. Это так смешно, это, как говорится, сапожник без сапог. Так что... Ну, а самой поучить ребенка? Нет, это же страшная вещь. Это кошмар. Заниматься с маленькими детьми нужно уметь. Это профессия, по-моему, гораздо более сложная, чем заниматься со взрослыми. Нужно быть психологом. А со своим ребенком это просто я не представляю себе. Я думаю, что я бы, наверное, себя убила, его убила. Я не знаю, что. В общем, невозможно. Это закончилось все хорошо, он стал скрипачом. Это очень хорошо. Так сказать, он стал скрипачом, так сказать, par default, называется. Он стал, потому что не было никого, кто мог бы его научить на рояле. И было несколько очень хороших учителей по скрипке. Так что он стал скрипачом. Как я понимаю, что карьера у него складывается удивительно удачно. Да, но у него есть свой профиль. Он нашел себя. Он интеллектуал, но он нормальный человек. У него уже сейчас есть 2 детей. У него, так сказать, он семейный Ты человек. мне, пожалуйста, не рассказывай, что я говорю с бабушкой. Что такое, действительно? Я очень горжусь. Я очень горжусь. Да. Титул. Мне дали титул. 601. Он полюбил современную музыку. Он не
полюбил ее, потому что это надо делать, а потому что он действительно полюбил. Он влюбился, скажем, в Шönberga, в новую венскую школу. Просто действительно понимает это, знает, и он может любому человеку привить любовь. Когда он был маленький, он говорил, его любимые композиторы были Бах и Булез, и Шönberg. Выбор для ребенка. Выбор для ребенка, да. Ему повезло, что он общался с Булезом, что он играл с оркестром его произведения, и он с ним сам занимался. Это огромное везение. И он прошел эту школу и получил очень много от этого, и он с удовольствием умеет это отдать. Он ездит по всему миру, он в один день должен поехать в Мексику, там, в Новую Зеландию на какие-то дни. В общем, устает, работает и играет нормальный репертуар, как все люди, но, по-моему, его любовь настоящая. Репертуар 20 и 21 века. Второй сын вообще прорвался куда-то. Он совсем порвался в другую сторону. Прорвался, и он занимается сейчас то, что называется электропоп. Он в течение многих лет делал хип-хоп, и сейчас у него период новый, он делает собственные продукции, видео, клипы, сам играет, сам поет. Но ты полюбила этот жанр? Я уважаю этот жанр. Я не могу сказать, что я его полюбила, это было бы неправда, но я получаю удовольствие от того, что он делает. Мне нравится видеть, с какой страстью, с какой отдачей он этим занимается. Это вся его жизнь. Как я понимаю, в твоей гениальной семье все равно есть какие-то табу. Творческие, да? Да. Ну, например, вы с Даниэлем очень четко разделяете приватную жизнь от совместных выступлений, да? Практически их нет. Но с сыном, с Михаилом, это совсем другая история. Почему? Ну, он часто принимает участие, скажем, в этих фестивальных группах. И я не могу сказать, что я с ним играю постоянно. Я не хочу ему это навязывать. Но время от времени мне очень приятно с ним играть, с ним интересно. И я очень часто думаю, с кем бы я хотела играть. Вот есть еще 2-3, но с ним интереснее бывает. И он на репетициях бывает ужасно строгий со мной, предположим. И я совершенно забываю, что я его мама. Для меня это важно с ним играть не потому, что он мой сын, а потому, что он партнер интересный. Действительно, это так. Я думаю, что те люди, которые с ним играют, тоже им с ним интересно играть. У него прекрасные мозги, и он умеет структурировать произведение, он умеет пройти какое-то новое, скажем, произведение и всем показать, как это делается. С Даниэлем Баренбоймом действительно тогда совсем интересно было бы играть? Ну, конечно, с Господом Богом еще интереснее было бы играть. Как это бывает в семьях, где мужья с женами музицируют, очень важно быть на одном уровне. Если ты на одном уровне, то тогда ты можешь и музицировать сколько угодно. Конечно, не слишком, но это бывает. Но чаще всего это бывает так, что один тянет другого. И даже если другой очень хороший, все равно один бывает сильнее. И это всегда, как-то сказать, это отражается довольно плохо на этом другом. В общем, как будто его тянут. И это часто бывает, когда этот человек сам по себе мог бы сделать гораздо большую, скажем, и карьеру, и добиться гораздо больших результатов, если бы его не тянули, или ее. И я думаю, у нас в этом смысле с самого начала правильная была политика. То, что я могу сделать сама, я делаю сама. Если мне нужна его помощь, она исключительно музыкального характера. То есть если я провожу какую-то новую пьесу, изучаю, там, учу что-то новое, все это я обязательно ему играю. И он очень строг. Так сказать, я прохожу через это еще хуже, чем с папой. Гораздо труднее. Но тем не менее я это делаю. И вот тут его помощь гораздо важнее, чем если бы он начинал со мной играть. Это было бы неправильно. Почему? Он играет с Мартой Аргерих, он играет с Радо Луп, он играл в свое время с Арау и с Рубинштейном.
я не считаю, что это необходимо ему играть со мной. Но я учусь у него, это мне гораздо важнее. My name is Hadi, and I do some beatboxing with the mom. Now I'm going to do some techno style. Ну и скажи, пожалуйста, вот все-таки 25 лет ты уже живешь в Берлине. Да. Вы приехали, и вы здесь остались. Ты считаешь, что это вот твой дом? Я себя здесь чувствую абсолютно как дом. В России, в Москве я прожила вот до 19. После этого я жила много-много лет в Париже и еще больше лет в Берлине. Где-то я себя чувствую европейским гражданином с русскими корнями и с европейской закваской. Для меня дом – это где моя семья, где мои друзья. В Берлине, я должна сказать, есть вот одно хорошее качество в этом городе. Тут можно выходить на любой слой общества, но ты не должен. Здесь очень большая свобода жизни в каком-то смысле. Ты можешь вообще не общаться с людьми, тем не менее очень хорошо жить. Или ты можешь много общаться. Каждый район имеет свое какое-то лицо. И есть огромное количество разных вот этих кругов общества, и музыкального, и театрального, которые, может быть, с собой некоторые общаются, другие нет. То есть нет никакого, как бы, так сказать, вот диктата общества. Нужно быть с тем-то, нужно быть там-то. Ничего не нужно. Здесь абсолютно какой-то очень, в этом смысле, расслабленная атмосфера. Расслабленная в хорошем смысле. И в то же время огромная энергия. Вот это мне нравится. Вот это сопоставление огромной энергии, в то же время вот очень спокойная жизнь, спокойный ритм жизни. Вот, скажем, здесь люди совершенно не одеваются в Берлине. То есть ходят на премьеры, в оперу или в концерты, одеты можно ведь в джинсы, одеться. как угодно. Можно. Да. Можно. Они же не А можно и запрещают. нет. Здесь абсолютно нету, так сказать, вот какого-то определенного, каких-то правил. В этом смысле это очень приятно. Примерно. У меня также сложилась жизнь, когда я провела очень долгое время в Европе, и так между Россией и Европой я нигде никогда, никуда не уезжала, я везде Да, живу. да, Это да. примерно такое очень близкое ощущение. И я прекрасно тоже понимаю, насколько это сложно быть вот такой поглощенной. Но они тебя не поглотили, но это возможно было, чтобы тебе Да, тени они бы такой, меня да, поглотили, да, если бы я перестала работать сама, конечно. Да, Да. твой великий Разумеется. папа Дмитрий Башкиров, твой потрясающий муж Даниэль Баренбойм, и, как я понимаю, 2 сына, тоже очень активных. Но вот могу сказать, что это им повезло, это они живут с гениальной женщиной. Спасибо большое за этот разговор. Очень приятно.